Всем большой привет! Меня зовут Татьяна, и сегодня хочу связать с вами вот такой вот треугольничек. Это половина квадратного мотива, вот такого мастер-класса, на который у меня уже есть в другом видео. Из таких квадратиков я сейчас вяжу плечевое изделие. И мне для этого плечевого изделия понадобилась половинка этого квадратика, чтобы удобнее было делать горловину. Получится у нас вот так, ровно половинка. И здесь вот эта сторона и вот эта сторона полностью соответствует боковой стороне квадрата. Вяжу я из пряжи Rico Design Fashion Silk Blend DK. Здесь 50 грамм, 220 метров. Здесь у нас 45% хлопок, 45% шелк и 10% полиамид. Очень нравится мне эта пряжа, изделие получается очень мягкое, такое пластичное. Крючок я буду использовать номер 3. Как обычно в своих видео я буду показывать вам схему, прежде чем мы начнем вязать, и пошагово пройдемся по каждому ряду. Если вы пока не смотрели видео с мастер-классом на сам квадратик, но планируете вязать квадрат и треугольник, то сначала посмотрите обязательно именно мастер-класс по квадрату. Тогда треугольник вам будет более понятен. Небольшое отступление. Я, конечно, в этот раз схему переделала много раз. Что-то у меня не получалось именно сделать ровненько половинку. Уже даже собиралась снимать и распечатала готовую предыдущую схему, но потом вообще все переделала. Что-то в этот раз сложно эта половинка создавалась, но по итогу все получилось. И мы сейчас с вами все свяжем, у нас все получится. Смотрите, схему вы можете либо заскринить сейчас, либо я всегда в описании под видео оставляю ссылку на вот эти схемы. Я загрузила точно такую же схему на Pinterest, и будет ссылочка, перейдете, отдельной картинкой будет вот эта схема. В отличие от квадратика, наш треугольничек до 5-го ряда вяжется поворотными рядами. Поэтому я вот здесь вот такими цифрами обозначила, в каком месте начинается какой ряд, чтобы было удобнее ориентироваться. Сейчас в общих чертах объясню, как читать схему, как мы будем вязать. Для начала вяжем 5 воздушных петель, соединяем их в круг с соединительным столбиком, и дальше у нас начинается второй ряд. Второй ряд у нас будет изнаночным, но пока что мы не будем разворачиваться изнанку, потому что здесь воздушные петли, тут как бы смысла нет нам разворачивать вязание. Просто примем за аксиому, что второй ряд у нас изнаночный. То есть мы после соединительного столбика провязываем 4 воздушные петли, вяжем дальше 4 столбика с накидами по схеме, и вот здесь вот останавливаемся. После того нам нужно будет перейти на 3-й ряд. Вот эти петли мы не учитываем, потому что это следующие ряды. Вот я как бы постаралась обозначить, с чего именно у нас начинается каждый ряд. То есть вот здесь стоит циферка 3, значит начинается вот отсюда. Вот мы начинаем наш 3-й ряд с 2 воздушных петель, и вот тут уже нам нужно будет развернуться. И получается, что мы здесь уже разворачиваемся на лицевую сторону. То есть, условно говоря, первых 2 ряда мы вяжем изнаночные, так как здесь у нас нет разворота. Вот. Дальше мы развернулись после 2 воздушных петель и вяжем уже по рисунку до конца ряда. Здесь у нас ряд заканчивается соединительным столбиком. Вот мы наши 2 последние воздушные петли должны соединить с нашей арочкой из петель воздушных предыдущего ряда. Дальше начинается 4-й ряд. Мы вяжем 4 воздушные петли вот здесь в 4-м ряду. И разворачиваемся после этого на изнанку. И таким образом у нас получается, что четные ряды — это изнаночные ряды. Провязали, развернулись и дальше вяжем до конца ряда. Снова заканчиваем соединительным столбиком. И дальше нам нужно перейти на 5-й ряд. Я очень долго думала, как сделать так, чтобы было симметрично здесь и здесь. Вот нашла способ, что после того, как мы закончили наш 4-й ряд, вот он наш соединительный столбик 4-го ряда, нам нужно провязать 1 воздушную петлю, развернуться уже на лицевую, получается, сторону, и провязать 1 соединительный столбик вот сюда, вот в эту арку из предыдущего ряда. Вот. Таким образом у нас здесь симметрия получится. Дальше мы уже начинаем вязать 4 воздушные петли и так далее по рисунку, заканчивая наш ряд соединительным столбиком вот сюда, и у нас будет такая симметрия. Здесь вот отсюда начинается и заканчивается вот здесь.
Мы все это вместе с вами провяжем. После того, как мы закончили 5-й ряд, уже больше нам никуда разворачиваться не придется. Дальше идет уже как бы последний ряд, он идет круговой, завершающий. Мы провязываем одну воздушную петлю и дальше вяжем столбики без накида, как и в квадратике. И заканчиваем все соединением. Сейчас с вами начнем вязать 2 первых ряда, провяжем 5 воздушных петель и также провяжем сейчас с вами 2-й ряд. Остановимся вот здесь на этой точке. Вот таким образом нам нужно набросить нашу начальную петельку. У нас хвостик получается снизу, а основная нить идет сверху. Держим за хвостик и провязываем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Соединяем все соединительным столбиком. Вот так. Получился круг. Дальше у нас по схеме идет 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И, как я уже говорила, здесь мы ничего никуда не разворачиваем. Дальше вяжем уже по схеме наши столбики с накидом. Параллельно я чуть-чуть спрячу вот этот хвостик. Накид. И провязываем наш столбик с накидом. Провязываем сначала накид. И дальше все остальное. Вот у нас начало. Дальше после этого по схеме идет 2 воздушные петли. Дальше еще один накид. По схеме у нас должно быть 4 таких вот накида и плюс наша начальная цепочка из 4 воздушных петель. То есть мы 2 провязали, еще 2. 2 воздушные петли. Столбик с накидом. Две воздушные петли. Столбик с накидом. Я потом вот этот хвостик обрежу. Вот у нас получилось 2 первых ряда. Вот мы сейчас с вами находимся в этой точке. Вот мы провязали 4-й столбик с накидом. И сейчас мы начнем провязывать наш 3-й ряд. Сейчас мы провяжем 2 воздушные петли, развернемся и дальше уже на лицевой стороне начнем вязать 3 столбика с накидом с одной вершиной и дальше по схеме. У нас вот таких условных лепестков должно получиться 4. И они у нас закончатся вот здесь вот соединительным столбиком. Вяжем 2 воздушные петли. Вот я провязала. И дальше я разверну. Мое вязание я разворачиваю вот так. То есть, условно говоря, вправо. Сюда, вправо. Вот так. Я сейчас обрежу, наверное, этот хвостик. Все, дальше мы начинаем вязать по схеме наши лепестки. Вяжем 3 столбика с накидом с одной вершиной. Накид. Вытягиваем петлю и провязываем только накид. Оставляем на спицах. Дальше еще раз накид. Вытягиваем петлю и провязываем 2-й накид. Оставляем также дальше на спицах. И 3-й накид. Провязываем 3-й столбик. Вот у нас таких 4 петли получается. И дальше провязываем все 4 петли в одну. Дальше у нас по схеме идет 2 воздушные петли. После этого нам нужно сделать соединительный столбик в вершину нашего столбика с накидом предыдущего ряда. Но мы сейчас находимся как бы на обратной стороне, и тут не всегда виден эта вершинка, да, вот эта петля. Потом я обычно так вот приподнимаю и ищу ее, чтобы захватить вот эту петлю полностью. Вот получается, я ее, видите, нашла. И дальше после этого мы делаем просто соединительный столбик. Вот у нас первый лепесток готов. Тут такая пряжа, она немножко, конечно, сложнее на ней читать петли. Но если вы уже провязали квадратик предыдущий, вам будет проще. 2 воздушные петли. Дальше снова вяжем наш лепесток.
Раз. Два. Три. Три я уже провязала. И соединяем все в одну. 2 воздушные петли. Находим нашу петлю над столбиком предыдущего ряда и соединяем соединительным столбиком. Вот так. Провяжу сейчас еще 2 вот таких лепестка и к вам вернусь. Я провязала 2 последние воздушные петли нашего 4-го лепесточка. И теперь мне нужно сделать соединительный столбик. И я буду делать его вот сюда, в эту арку, в которой находится наш лепесток. Просто вот так провязываю и все. Все, соединительный столбик готов. Это мы провязали 3-й ряд. Вот мы провязали наш 3-й ряд. Вот здесь мы остановились. И теперь будем вязать 4-й. Здесь, в принципе, простой ряд. То есть мы вяжем 4 воздушные петли. И в вершину каждого лепестка провязываем столбик без накида. И так до конца круга. Единственное, что после 4 вот этих воздушных петель нам надо будет развернуться на изнаночную сторону. Вот мы можем проверить. Вот так выглядит наш лепесток. И, соответственно, мы находимся здесь. Вот тут и вот тут. Провязываем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И дальше разворачиваем. Я опять же разворачиваю в правую сторону, вот так. Вправо. Теперь нам нужно найти вершину лепестка. Опять же, я ищу ее по лицевой. Вот она всегда как бы самая крупная, эта вершинка. Эта петля всегда самая крупная. Вот я ее нашла. И здесь мы делаем уже не соединительный столбик, а по схеме у нас стоит столбик без накида. То есть мы вытягиваем петлю 1 раз и протягиваем 2. Вот так. Вот столбик без накида. Мы сейчас находимся на изнаночной стороне. Лицевая сторона у нас вот здесь. Дальше 4 воздушные петли. Находим вершинку. И провязываем столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Находим вершину вот здесь вот в конце. Также нам нужно найти вершину. Провязываем столбик без накида. И здесь мы еще не закончили. Здесь еще в конце идет еще 4 воздушные петли. И теперь нам нужно сделать соединительный столбик в ту же арку, где находится наш лепесток. Вот наши 4 воздушные петли, и мы их как бы соединяем соединительным столбиком с нашим лепестком. Вот так. Здесь. Вот мы закончили наш 4-й ряд. Вот здесь мы находимся. Сейчас пойдет наш 5-й ряд, и он уже будет лицевым. Мы сейчас провяжем 1 воздушную петлю, вот эту вот зелененькую, я ее зеленым нарисовала. Развернем наше вязание на лицевую сторону. И вот в эту арку из 4 воздушных петель провяжем столбик без накида. И от него уже, после уже этого столбика без накида, у нас пойдут 4 воздушные петли и так далее по рисунку до конца. И закончится соединительным столбиком. Ну, это я уже рассказывала. Вот мы сейчас находимся на изнаночной стороне после 4-го ряда. Нам сейчас нужно сделать 1 воздушную петлю и развернуть вязание на лицевую сторону. Опять же, вправо я разворачиваю. Вот я развернула. Можно так эту петлю подтянуть. Немножко посвободнее ее сделать. Вот наша цепочка из 4 петель. Вот здесь она слева. Можно ее так растянуть. И в эту арочку, которая она образуется, вяжем столбик без накида. Вот, мы продвинулись немножко влево. Ради этого все и задумывалось. Дальше все, мы уже на лицевой стороне. Мы больше уже не будем переворачивать наше вязание.
Дальше мы вяжем 4 воздушные петли. 4. И вот в ту же цепочку, вот она у нас уже видна, нам нужно провязать 3 столбика с 2 накидами. Это будет наш уголок. Делаем 2 накида и провязываем 1 накид, 2 накид и 3. Вот наш столбик с 2 накидами первый. Дальше еще 1, 2, 3. Второй. 2 накида. Все, провязали. Уголок у нас вот здесь будет. Вот у нас угол. А вот эти 3 столбика с 2 накидами, это уже пошла наша боковинка треугольника. Дальше по схеме 1 воздушная петля. Переходим в следующую арку, вот в эту. Вяжем 2 столбика с накидом с одним уже. 1, 2. Если вы вязали квадратик, то тут понятно, потому что здесь уже повторяется полностью рисунок, как у квадрата. 1 воздушная петля. Столбик с накидом 1. Столбик с накидом 2. 1 воздушная петля. Дальше мы переходим к вершине, то есть в следующую арку находим вот эту. И нам здесь нужно уже уголок сделать. Здесь будет 3 столбика с 2 накидами, 2 воздушные петли и дальше еще 3 столбика с 2 накидами. Сейчас провяжем вместе. Первый столбик. Второй. Третий. Видите, формируется уже наша боковинка треугольника. После 3 столбиков с 2 накидами провязываем 2 воздушные петли и еще 3 столбика сюда же, в эту арку. Один. 2. 3. Вот наша вершинка получилась. После того, как провязали вершинку, дальше уже провязываем до конца нашу боковинку по рисунку. Так, девочки, смотрите, я провязала 5-й ряд. Вот у нас вот здесь он начинался. Вот мы так провязывали, провязывали, провязывали. В конце провязали 3 столбика с 2 накидами. Вот наши боковые арочки, куда мы вязали. И в конце по схеме у нас идет 4 воздушные петли, которые мы также вот сюда, к этой арке, присоединим соединительным столбиком, как мы все время, по сути, и делали. Находим арку, в которой у нас находится 3 последних столбика, и делаем соединительный столбик. Все, соединили. Сейчас немножко вытяну петлю, просто покажу. Для того, чтобы у нас вот здесь была симметрия, мне пришлось добавить вот здесь столбик без накида. И теперь вот оно выглядит хорошо. Все, у нас остался один последний ряд. Я уже схему не буду показывать, там все понятно. Получается, по схеме у нас там идет, после того, как мы сделали наш соединительный столбик, нам нужно сделать 1 воздушную петлю. И дальше мы вяжем столбики без накида по всему периметру. Здесь вот сейчас главное правильное количество столбиков без накида провязать по боковинкам. И здесь тоже надо так вязать, чтобы не затягивать. Я для себя так посчитала, что мне удобно будет вязать столбики без накида вот в этих частях по 2. Здесь 2 столбика без накида, здесь 2. В среднем кольце у меня будет 3 столбика без накида, дальше 2. Вот здесь вот тоже 2, а дальше здесь 4 и вот здесь 4. Ну, сейчас мы вместе с вами провяжем. Это все нарисовано на схеме.
Получается, мы провязали воздушную петлю и дальше вот сюда же, в эту же самую арку провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. Переходим в следующую арку. Находим вот здесь вот она идет. Сюда провязываем также 2 столбика без накида. 1 и 2. Дальше у нас идет серединка, вот это наше среднее кольцо, с которого мы начинали вязать. Тут мы вяжем 3 столбика без накида. Можно их вязать с такими расхлябанными, скажем так. На самом деле вы смотрите по своей плотности вязания, потому что может быть у кого-то плотнее получаются столбики, и у вас здесь будет край тянуть. Здесь не принципиально, сколько у вас будет столбиков. Здесь главное, чтобы край не был не слишком растянутый, но и не стягивала его. Вот. Ну, как бы для себя я такое количество столбиков определила, а вы смотрите уже сами. После вот этих 3 центральных в следующую арку вяжем 2 столбика. 1, 2. И потом у нас вот здесь идет вот эта часть, где мы делали столбик без накида в эту арку. Тут как бы такое небольшое утолщение, но ничего, оно потом по итогу не видно. Я провязываю сюда 1 столбик и прям еще раз провязываю 2, прям поверху. Эта пряжа позволяет такое сделать, то есть сильно толщины тут не видно. И у нас по сути не видно то, что мы тут делали какую-то манипуляцию. Дальше уже вот где у нас 4 воздушные петли шли, мы провязываем. Здесь мы будем сейчас формировать уголок. Получается, вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Дальше по схеме у нас идет 2 воздушные петли. Это у нас будет уголок. Можно так их немножко сдвинуть. И сюда же, в эту же арку, нам нужно провязать еще 1 столбик без накида. И этот столбик уже пойдет на вот эту боковинку треугольника. И дальше уже, как привычно в квадрате, мы начинаем вязать в каждую петлю столбик без накида. Находим наш предыдущий столбик с 2 накидами, находим петлю над ним и в нее провязываем столбик без накида. Главное эту первую петлю не терять. И так провязываем до конца. В каждую петельку верхнюю мы провязываем столбик без накида. Вот здесь, где у нас воздушная петля, я тоже нахожу петельку и в нее провязываю. Мы дошли до уголка, я провязала последнюю петлю над столбиком, и еще нам нужно провязать еще 1 петлю уже в арку из 2 воздушных петель. Теперь нам надо проверить, у нас вот здесь вот по боковинке от воздушных петель до воздушных петель должно быть 15 столбиков без накида. Обязательно себя проверяйте, чтобы потом не было ошибок при соединении квадратов. Вот наши здесь вот 2 воздушные петли боковые. И после них должно идти 15 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Все правильно. Тогда с нашим квадратиком, с основным, произойдет правильная состыковка. Потому что здесь у нас получается точно такое же количество петель. Так, здесь в вершинке нам нужно после столбика последнего нашего 15 провязать 2 воздушные петли. И сюда же, вот в эту же арку, провязываем еще 1 столбик без накида. И все то же самое. Находим
наш столбик предыдущего ряда с 2 накидами, находим петлю над ним и провязываем столбик без накида. И дальше вяжем в каждую петельку. По второй боковой стороне я также провязала уже 15 столбиков без накида. И теперь нам осталось завершить нашу обвязку. Вот здесь вот арка, в которую я провязала последний столбик без накида. Нам нужно сделать здесь еще 2 воздушные петли. И по схеме у нас дальше идет еще 4 столбика без накида, которые мы вяжем вот сюда же, в ту же арку. Вот мы 2 воздушные петли провязали, угловые, и дальше вот сюда же 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Все. Сейчас будем соединять, делать незаметные соединения. После 4 столбиков без накида мы просто вытягиваем, я вот так делаю просто петлю, ну такой небольшой хвостик. Обрезаю его, вытягиваю основную нить, она нам больше не нужна. Здесь у нас получается вот такая ступенька. И нам нужно сейчас сделать незаметное соединение. Так, я вас приблизила, но у меня руки все время из кадра выезжают. Смотрите, нам нужно найти наш первый столбик без накида. Получается, вот наша воздушная петля. Вот это вот наша воздушная петля, с которой мы начинали наш обвязочный ряд последний. И после него мы вязали первый столбик без накида. И вот над ним петля идет вот эта верхняя. Вот она нам нужна. Мы ее так вот немножко оттягиваем. Заводим. Я беру крючок поменьше. Завожу крючок с обратной стороны. И цепляю им нить. Протягиваю. Дальше мы находим петлю, из которой выходит наша нить. В серединку завожу крючок этой петли и еще раз протягиваю нить. Все, мы соединили. Подождите. Вот. Мы соединили, и у нас не видно ступеньки. Теперь по изнаночной стороне мы можем спрятать нашу нить куда-нибудь тут. Обрезаем. Все, наш треугольничек готов. Мы можем приложить его к квадратику. Я еще буду делать ВТО. Я еще не делала ВТО ни квадратом, ни треугольником, поэтому надо их как-то к одному знаменателю привести, но уже видно, что они совпадают. И потом я в своем изделии буду их вот так соединять. Надо, конечно, только их выровнять. Вот такая вот получается история. Надеюсь, видео было вам полезно. Жду ваши лайки, комментарии. Обязательно подписывайтесь, если не подписаны. И все, до новых встреч. Увидимся. Пока.